Здравствуйте, мои дорогие стрельцы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака на целый год, на год 2026. Давайте мы посмотрим, что же вас ожидает. На каждый месяц этого года мы достанем по одной карте, соответственно, и по каждой карте будем пытаться разобрать, какие основные энергии в каждый месяц вас ожидают, что, соответственно, произойдет, к чему нужно быть готовыми вам в каждый месяц этого года. Я напоминаю, пока перетасовываю колоду, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, можете оставить лайк, оставить сообщение под этим видео, можете поделиться этим видео с кем-нибудь из ваших знакомых, если вы считаете, что им этот расклад подходит, может быть. И я тоже буду в целом очень-очень признательна вам за такую активность с вашей стороны. Итак, давайте посмотрим, стрельцы, что же ожидает ваш знак зодиака в 2026 году, год, который уже начался, год 2026. Давайте посмотрим. Стрельцы. Итак, смотрим. Первый месяц у вас месяц январь. Месяц январь. Давайте так начнем. Восьмерка пентаклей, которая у вас здесь выпадает, в целом это карта, которая, в первую очередь она дает нам такое ощущение работы, она дает ощущение по восьмерке пентаклей, желание трудиться, желание какие-то свои задачи выполнять, чтобы получить благодаря этой работе, возможно, какой-то доход, возможно, развить свои навыки, достичь большего профессионализма. Возможно, вы очень настойчиво, усердно в чем-то трудитесь, над чем-то работаете. И в целом будете очень трудолюбивы. Январь месяц, начало года у вас вот оно такое. Вы здесь готовы будете чему-то учиться, вы здесь готовы будете обращать внимание на детали и оттачивать свое мастерство в вашей профессии. Возможно, будете в целом самосовершенствоваться. То есть вам захочется постоянно развиваться, вам хочется в этом месяце читать какие-то книги, вам хочется ходить на какие-то курсы, может быть, на какие-нибудь новые увлечения, там появится время, да, и вы захотите что-то такое для себя изучить. Возможно, вы здесь поймете, что вам очень нравится ваша работа больше, чем вы раньше думали. Вам захочется еще больше в нее вкладываться или еще больше развиваться, чтобы стать еще, опять-таки, совершеннее. Ну и также здесь вот, собственно, показана девушка, которая сидит с книгами, с какими-то чашами, здесь с свечкой. То есть она что-то изобретает, может быть, что-то вы здесь создаете, делаете своими руками. Может быть, систематический подход определенный прорабатываете в вашей работе, снова-таки в вашей делах, то есть в деньгах, в карьере. Это прям чуть ли не одна из лучших карт, потому что она показывает такой период продуктивной работы и развития профессиональных навыков и, в принципе, карьерного роста. Я уже говорила, может быть, это и новая профессия, которой вы обучаетесь, а может быть, повышение квалификации как начало более углубленного понимания вашей работы. В целом, показывает стабильный доход через труд, через ваше мастерство, через ваше усердие и какой-то период, возможно, стажировок, ученичества, когда вы чему-то пытаетесь как будто бы еще научиться, чтобы стать еще лучше. Если мы говорим про отношения с близкими, с любимыми, то это может, в принципе, карта показывать работу над общими проблемами в паре и желание понимать друг друга лучше. Это период, когда вы стараетесь практично подходить к любви. Может быть, вы вместе строите совместный быт или планируете будущего, думаете о том, что вы сделаете через год, через два, может быть, через полгода. То есть планируете свои расходы, семейные расходы или общий бюджет вас, если вы в паре имеете общий бюджет. А для одиноких это может быть работа над собой, над тем, чтобы найти новые отношения, может быть, как-то изменить в себе что-то, чтобы найти новые отношения, которые вам были бы симпатичны, которые вам бы хотелось получить в своей жизни, если вы одиноки. В здоровье тоже методичный подход к улучшению самочувствия, какие-то здоровые привычки, последовательное соблюдение режима дня, которое для вас будет важным, какая-то дисциплина и постоянство, которое для вас здесь важно, может быть диета, которая здесь тоже может для вас быть очень важна, правильное питание. В целом очень хорошая такая вот карта, стабильная для здоровья.
Давайте посмотрим следующую карту. Эту мы оставляем вот здесь в покое. Это январь месяц. Давайте посмотрим дальше на февраль для стрельцов. И здесь у нас 7 кубков. И это карта выбора. Это карта в первую очередь выбора. И здесь очень хорошо это изображено по 7 кубков. Вы можете здесь находиться в состоянии таком, знаете, когда вам захочется, может быть, даже не то, что захочется, а вы вынуждены будете делать выбор, принимать какое-то решение, но будете сомневаться, правильный ли вы выбор делаете, потому что вариантов очень много, да, и вам нужно принять это решение, а вариантов много, и вы боитесь ошибиться. Вы здесь можете быть растерянными из-за какой-то неопределенности, из-за сложности этого выбора, потому что есть много вариантов, то есть много возможностей. Также вы можете здесь в каком-то состоянии искушения находиться, когда вы видите привлекательные предложения, которые могут быть обманчивыми. Не зря здесь змея изображена. Но и также вы здесь можете принимать желаемое за действительное, как будто бы приукрашать какую-то ситуацию или заниматься самообманом. Для творческой работы, творческих каких-то занятий очень хорошая карта. Она за креативность, за вдохновение. То есть в целом карта хорошая, такая неплохая, она за фантазии, за какое-то вот такое вот умение творить, созидать. Может быть, муза к вам приходит, кто стихи пишет, картины рисует. Ну, то есть хорошая карта для креативных людей, хороших возможностей. Но в плане выбора вот могут быть какие-то здесь у вас сомнения, какое решение принять. Оно оно вполне обосновано, да, потому что вы, правда, можете здесь быть обмануты в каком-то моменте. Или какие-то у вас есть иллюзии или фантазии, или какой-то самообман, которым вы можете, соответственно, здесь быть подвергнуты. Если мы говорим про отношения, то здесь вы можете идеализировать своего партнера или отношения и смотреть на все в розовых очках. Можете здесь как будто бы быть в периоде, когда у вас несколько ухажеров, несколько романтических вариантов, может быть, или несколько девушек, да, если мужчина смотрит, вы думаете, кого из них лучше выбрать и кто вам больше подходит. И также здесь, возможно, есть какая-то, знаете, ситуация искушений в отношениях или какой-то фантазии, когда вы ожидаете от партнера больше, чем он может дать. То есть, опять-таки, себя как будто бы стараетесь как будто обнадежить, да, чем-то, что может быть нереализуемо. То есть какие-то иллюзии могут быть касаемо отношений. В плане денег, в плане работы здесь могут быть какие-то карьерные возможности, то есть несколько вариантов, но при этом вы не знаете, какой из них выбрать. Возможно, здесь какие-то могут быть инвестиции финансовые или какие-то предложения, но они могут казаться слишком хорошими, чтобы быть правдой. И вы опять-таки не будете знать, как поступить, как правильно здесь, какое решение принять. То есть нужно быть более реалистичными перед принятием решения, если оно особенно касается финансов. Возможно, здесь будете очень много мечтать вместо конкретных действий, очень много фантазировать успех, думать о том, как его достичь, как к нему прийти, а действий будете выполнять, допустим, очень-очень мало касаемо непосредственно этой самой работы, так как это было, к примеру, в январе. И если мы говорим, допустим, о том же здоровье, то здесь могут быть проблемы с тревожностью. Да? Правда, он не знает, какое решение принять. То есть может быть проблема с тревожностью, переживания, что как будто вы не знаете, какой вариант выбирать или как поступить, сомневаетесь в своих действиях, можете сомневаться в каком-то, не знаю, диагнозе, требовать перепроверки у других там врачей или метода лечения, можете сомневаться тоже, то есть как будто бы боитесь этой неточности, можете здесь сложности иметь с концентрацией внимания тоже, то есть с тем, чтобы сконцентрироваться на каком-то конкретном вопросе. Может быть, вы здесь будете так как будто бы воображать себе болезни, которых нет. То есть опять-таки фантазировать, додумывать, придумывать и пугать себя этими фантазиями, накручивать себя. Давайте посмотрим следующая карта. У вас здесь уже будет дальше у нас весна. Давайте посмотрим март месяц. И март месяц паж пентаклей. Просто потрясающая такая персона здесь выпадает, да, именно паж, то есть карта двора. И паж пентаклей в целом может говорить про общение с земным знаком зодиака. Это девы, тельцы или козероги. Но и также паж пентаклей — это карта, которая тоже показывает какую-то возможность, потому что
Паж Пентаклей здесь держит монетку. Он как будто бы стучится к вам в дверь с таким предложением, с монеткой, с этой ценным каким-то предложением для вас. И для вас это новая возможность, которая может быть в виде начала нового проекта или какого-то ценного предложения о какой-то работе. Может быть, вы здесь будете какие-то хорошие новости получать, финансовые, может быть, хорошие новости, или в целом какие-то хорошие новости или сообщения, которые для вас будут ценными. Вы здесь будете стараться серьезно, собственно, относиться к делу и стараться выполнять дело, которым вы занимаетесь, очень-очень качественно, очень хорошо. То есть вы здесь готовы как будто бы реалистично подходить к работе. Вы готовы здесь учиться чему-то новому, новые знания получать, как студенты, как ученики, осваивать новые знания, новые какие-то для вас возможности, опять-таки. И здесь вы стремитесь к успеху, вы очень целеустремленные будете, вы будете хватать эти возможности, которые вам даются, вы будете планировать очень хорошо ваши дальнейшие действия. То есть хорошая карта, особенно вот для денег, для карьеры. Почему, собственно, и Пентакль здесь у вас? То есть это карта новых возможностей для карьерного роста, для обучения, для, может быть, начала собственного дела, может быть, предложение о работе нового или стажировка какая-то на курсах повышения квалификации, может быть, вы будете. В любом случае, очень хорошая карта для работы, и вы очень терпеливы, очень практичны и очень старательны в этот период. Если же мы говорим о отношениях, о любви, то опять-таки может иметь место земной знак зодиака. Для вас здесь это Девы, Тельцы или Козероги. Возможно, вы знакомитесь с таким человеком очень практичным и надежным, и это может быть новый для вас человек, если это одинокие люди смотрят, это очень перспективный человек, который серьезно настроен на отношения, может быть, младше вас, кстати, вот Паж Пентаклей. Но если мы говорим о в целом качествах такого человека, то есть надежный, практичный, верный, может быть, не очень романтичный, но такой знающий цену денег, допустим, как их заработать, и понимающий, что нужно нести ответственность, может быть, за свою семью или за человека, с которым в отношениях находится. Для пары, опять-таки, здесь какое-то совместное проживание, совместные финансы, какие-то вопросы такие могут решаться для вас, важные, именно касающиеся вашего общего бюджета. Если же мы здесь про здоровье, допустим, подумаем, что оно может означать, то может говорить о том, что здесь какие-то хорошие новости могут быть касаемо здоровья. Вы здесь стараетесь быть внимательнее к своему здоровью, к своему телу, больше изучать потребности своего, опять-таки, тела. Может говорить о беременности эта карта или, в принципе, какие-то новости, касающиеся беременности. Да, опять-таки, что-то ценное, вот ценное и перспективное. Беременность может, да, речь здесь об этом идти. Давайте посмотрим дальше. Так, это у нас март. Я немножечко так их дистанцирую, немножечко так отделю эти карты. Так, это у нас весна, март. Апрель. У вас карта звезда. Просто потрясающе. В апреле цели, планы, какие-то надежды и вера в лучшее. В целом звезда — это вот что-то, к чему вы стремитесь, что-то, что вы себе как какую-то надежду лелеете, чаете. А по карте звезда вы здесь настроены очень оптимистично на какие-то новые достижения. И карта звезда, карта старшего аркана, она показывает, что вы здесь готовы от чего-то исцелиться, может быть, восстановиться, может быть, вы здесь обретаете какое-то как связь с высшим я, с космосом, какое-то космическое сознание включается. И также вы здесь возрождаетесь, вы новую энергию обретаете, какое-то свежее начало. Да, возможно, вы здесь будете более гармоничны, более безмятежны в этот период. Вы здесь можете больше знаков судьбы видеть, больше интуитивно многое чувствовать. И также вы, опять-таки, с надеждой смотрите в будущее, очень оптимистично, как я уже говорила. Для творческой работы творческий подъем может быть, какое-то озарение, муза, которая к вам приходит в творческой вашей работе. Да и в целом в любом деле здесь вот много надежд, много планов, много каких-то вот таких хороших для вас здесь мыслей, которые у вас возникают, творческого вдохновения, может быть, долгосрочных планов, которые вы себе строите, может быть, какие-то
какие-то гранты получаете на вашу работу или ваши проекты, много мечтаете о вашей карьере. И также здесь в целом улучшение может быть финансовое, может быть даже какое-то как раз больше денег можете получить, то есть какое-то богатство. Можете здесь, следуя своим идеалам, получить какое-то финансовое поступление, да, или какое-то финансовое благополучие. А про любовь, ну вот опять-таки здесь, если это одинокие люди, то это встреча с таким человеком, может быть истинной любовью, которая вдруг вот у вас может произойти, как родственная душа такая для вас, а как звездочка, которая для вас загорится, да, в отношениях. А для отношений в паре это обновление чувств, это возрождение романтики, это углубление духовной связи. Очень хорошая карта, собственно, гармонии, да, и такой глубокой гармоничной связи для вас с вашим партнером, если вы в отношениях, когда вы опять-таки строите планы на будущее, когда вы вдохновлены этими отношениями. В здоровье тоже период исцеления, восстановления, какие-то свои ресурсы вы находите для оздоровления, природные, внутренние. Вы здесь в целом можете как будто бы преодолевать какую-то депрессию, можете преодолевать или какого-то эмоционального равновесия достигать в целом, опять-таки по этой карте. То есть больше гармонии внутренней, духовной. Давайте посмотрим дальше. На май месяц у вас карта умеренности, карта баланса. Кстати, карта, собственно, ваша, стрельцы, в старших арканах, она соответствует вам, вашему знаку зодиака. И эта карта умеренность, она в мае может показать, что у вас будет какое-то чувство вот гармонии, да, гармонии, баланса, спокойствия и умиротворения в целом, которая здесь у вас как ангелочек, да, здесь он изображен. Будете чувствовать такое вот, знаете, как присутствие ангела, будете спокойными, очень сбалансированными, будете очень терпеливыми, выдержанными, может быть, будете больше контролировать себя, свои эмоции, не будете в какие-то крайности впадать. Вы постараетесь здесь с миром жить в мире, да, с собой, с окружающими людьми, может быть, с кем-то пойти на примирение, может быть, вы постараетесь не раздувать какие-то конфликты, находить компромиссы, будете такими очень адаптивными и постараетесь адаптироваться к обстоятельствам меняющимся, более гибкими будете в целом, может быть, как будто трансформироваться вот в этом состоянии и приходить к исцелению, к восстановлению, гармонизации себя изнутри, вот этой гармонии своих чувств и гармонии с собой, да, со своим телом. Поэтому в любви, в отношениях, конечно, это гармоничные, это сбалансированные отношения, где партнеры дополняют друг друга. Может быть, исцеляются старые раны, какое-то примирение, может быть, после конфликтов, и создается более глубокая связь, более прочная связь. Какой-то период такого сильного взаимопонимания и стабильности, когда вы уже научились идти на компромиссы, уважать различия свои, может быть, какие-то, да, в друг друге, даже какие-то недостатки, терпеть или создавать эту совместную гармонию, поддерживать друг друга. Если одинокие смотрят, то здесь следует все-таки не торопиться и позволить отношениям развиваться естественно. То есть если кто-то появляется, да, не торопить развитие событий. А если никого нет, как бы, да, может быть, активно не искать. Если появится кто-то, значит, судьба. Если нет, то как бы не торопить события. В целом может указывать на встречу с человеком, который больше баланса принесет в вашу жизнь, больше какой-то гармонии. И опять-таки в сотрудничестве с коллегами на работе здесь может быть терпение в карьерном развитии. Успех может быть, но через последовательные взвешенные шаги. Здесь в финансовых вопросах будет такая умеренность, баланс между тратами и между сбережениями. То есть вы не будете впадать в какие-то крайности, касающиеся расходов. Здесь такой может быть постепенный, но стабильный прогресс. То есть хорошая карта, но без каких-то там значительных рывков. И в здоровье тоже достаточно позитивная карта, потому что это карта баланса, это карта исцеления,
состояния равновесия такого естественного, какого-то баланса в иммунной системе, гормональной системе тоже. То есть вы находитесь в состоянии баланса. Нервная система, да, опять-таки в состоянии такой гармонии. Здесь вы будете находить такую умеренность во всем, в питании в частности. Может быть, опять-таки у кого-то здесь диета, но через этот сбалансированный образ жизни и ваше здоровье улучшается. И в целом здесь вот это ментальное, эмоциональное здоровье, оно для вас будет очень важно, и ваше внутреннее состояние, оно будет положительно влиять и на физическое состояние. То есть хорошая карта во всех ваших аспектах, во всех сферах. Давайте посмотрим дальше. Дальше у нас начинается лето уже, лето, месяц июнь. Давайте посмотрим. И тут карта дьявола в июне месяце. Это карта Козерога. Для кого-то может быть общение с человеком знака Козерог в июне месяце. А также в целом, да, не очень я люблю эту карту дьявола, потому что она все-таки преимущественно о такой низкой вибрации говорит о каких-то искушениях, о каких-то материальных желаниях или похоти, или жадности, о каком-то чрезмерном материализме, когда вы чересчур привязаны к чему-то материальному и теряете духовное. Вы здесь можете какие-то свои темные аспекты личности включать, или могут быть какие-то ситуации манипуляции, когда кто-то пытается вами манипулировать или контролировать вас, или вы пытаетесь власть над другими людьми получить или как-то подчинить чужую волю, да, другого человека. Вы можете здесь находиться в состоянии обмана или самообмана и какого-то искаженного видения ситуации и реальности. Кто-то может находиться в состоянии какой-то зависимости, то есть аддикции, да, каких-то нездоровых привычек или какой-то привязанности к кому-то, какому-то человеку. Опять-таки, что не есть хорошо. Могут быть и самоограничения, когда вы чувствуете, что вы как будто марионетка в чьих-то руках и себя в чем-то ограничиваете, как будто даже неосознанно, да, то есть могут быть какие-то ментальные оковы у вас, как будто вас что-то сковывает. Поэтому в отношениях это могут быть токсичные отношения, созависимые, нездоровые какие-то отношения, основанные на манипуляциях, на страхе одиночества. Или какая-то страсть без любви. Может означать период, когда отношения держатся больше на материальной выгоде, а не на истинных чувствах. Может быть, боязнь перемен, чувство, как будто вы в ловушке находитесь в отношениях. Для одиноких можно говорить о том, что вы можете попасть в какие-то токсичные отношения, и также может указывать на какую-то чрезмерную телесную, да, сексуальную одержимость или на поверхностные связи без эмоциональной близости. Если про деньги, про карьеру, то это работа, которая может из вас как будто силы жизненные высасывать, то есть вытягивать из вас, как это дьявол, какое-то карьерное рабство, когда вы связаны по рукам и ногам, не можете в отпуск уйти, допустим, а вы боитесь потерять стабильность, боитесь потерять работу, и даже несмотря на то, что это нелюбимая работа, все равно вот, да, чувствуете, что я должен или должна, и работаете. Также может здесь быть какая-то нездоровая одержимость карьерой, когда вот вы вот чересчур много хотите заработать и прям вот перегружаете себя. Да, могут быть какие-то нечестные сделки, какие-то коррупционные схемы или какая-то нечестность ваша ради выгоды, которую вы здесь в работе можете проявлять. Также может быть и какая-то жадность, да, жадность, стремление к быстрой наживе, которая может быть для вас такой ловушкой, тоже риском. Для здоровья не самая хорошая в плане зависимости карта, потому что может показывать и алкоголь, и табак, да, любые другие какие-нибудь вещества, которые вы можете употреблять. Это будет вредной привычкой, можете вредить себе, но не мочь как будто бы остановиться. И также здесь какие-то психологические могут быть проблемы, депрессии, тревожность, какие-нибудь проблемы со здоровьем из-за излишеств, переедания, допустим, или какого-либо отсутствия самоконтроля. У многих здесь могут быть какие-то внутренние конфликты с собой, со своим внутренним демоном. Поэтому вот опять-таки эта карта дьявола здесь у вас есть. Давайте посмотрим дальше, что у вас есть на месяц июль, середина лета, собственно, да. Карта четверка кубков. После дьявола здесь четверка кубков. Апатия, уныние, может быть, сожаление о чем-то, что не получилось так, как хотели, или
какое-то чувство уединения, желание закрыться дома, никуда не идти. Вот вы можете находиться в состоянии таком удрученном, немножечко апатичном, как по этой карте это видно. И 4 кубков, она о такой эмоциональной усталости, может быть, безразличия и скуки, в которой вы можете быть. Хотя середина лета, казалось бы, чего вам тосковать-то, но вы можете быть разочарованы чем-то или чувствовать пустоту, можете переосмыслять ценности и приоритеты, можете погрузиться в себя и больше заниматься каким-то самоанализом, разбираться, пытаться в себе, в своих чувствах. Для кого-то это будет хороший период для отдыха, для восстановления. Может, вы много работали в июле, все-таки ушли в отпуск и просто, не знаю, засели где-то в гостиничном номере, где-то на отдыхе или дома, и вот туда погрузились в себя, в свое время для отдыха. Может быть, ищете себя в каких-то духовных поисках тоже. Кто-то в медитациях, кто-то в размышлениях, в самоанализе. Может быть и неудовлетворенность, правда, какой-то ситуации, когда вы разочарованы чем-то, что произошло в недавнем прошлом, и можете чувствовать какую-то обиду, собственно, на эту ситуацию. Если говорить про отношения, вот мы так много говорили здесь по карте дьявола, то про отношения здесь можно говорить про отстраненность эмоциональную и скуку в отношениях. Может быть, вы чувствуете эмоциональную пустоту здесь или неудовлетворенность в паре, либо кто-то в паре, да, с кем вы в отношениях, может так себя чувствовать. В целом нежелание открываться новым знакомствам, если мы говорим о одиноких людях, потому что вы как будто бы не замечаете любовь, которая вам предлагается, сосредоточены на прошлых ошибках или неудачах и или идеализируете отношения, и вы не готовы принять что-то, что вам здесь дается, вам кажется это не настолько идеальным и неподходящим вам, да, то есть вы как будто хотите чего-то большего и лучшего. В карьере, в деньгах может быть неудовлетворенность текущей работой, как будто бы работа не нравится, но вы, допустим, все равно работаете, но чувствуете апатию из-за этого или какая-то стагнация в карьере есть, нет роста, нет какой-то, знаете, как интереса, вот этого стимула, все рутинно, все неинтересно, скучно для вас. И может быть неудовлетворенность материальным положением, допустим. Можете почувствовать, что упустили какую-то выгодную возможность для вас из-за этого безразличия или невнимательности, потому что вот этот кубок за ее спиной она как будто бы не заметила, из-за того, что зациклена была на каких-то неудачах, да, и просто могла пропустить какую-то выгодную возможность. Возможно, вам здесь в плане здоровья нужно будет немножечко эмоционально отдохнуть от стресса, от какого-то напряжения. Вы можете здесь безразлично быть к своему здоровью, можете пренебрегать какими-то симптомами или откладывать визит к врачу, можете переедать, допустим, или много сильно времени проводить, там, не знаю, дома, не хотеть куда-то идти. То есть здесь такая меланхолия, апатия, может быть даже как депрессия, да. Но не знаю, почему середина лета у вас такая здесь карта. Июль месяц, 4 кубков. Итак, давайте дальше посмотрим месяц август для стрельцов. Паж кубков. Для кого-то общение с водным знаком, раки, рыбы или скорпионы, паж кубков. В целом паж кубков очень хорошая карта. Эта карта, тем более после этого дьявола и 4 кубков, паж кубков хорошая. Очень хорошая карта, которая показывает здесь какие-то хорошие новости, которая показывает здесь какие-то, знаете, как новые, может быть, отношения, да? Кто отказывал себе одинокие в новых отношениях, здесь вот, возможно, вы себе даете эту возможность, этот шанс. Для кого-то это любовь, которая к вам приходит. Для кого-то из вас здесь будут приятные просто известия, приятные новости. Для кого-то из вас здесь будут какие-то люди, с которыми вы встречаетесь и которые искренни в своих чувствах, в своих намерениях. Вы здесь будете очень мечтательны, вы здесь будете очень чувствительны, очень эмпатичны, очень эмоционально восприимчивы. И также будете прислушиваться очень сильно к своей интуиции. Вы здесь будете такими очень творческими в этом месяце. Если говорить про карьеру, про работу, то опять-таки больше творческого потенциала, желание что-то такое новое делать. Можете предложения какие-то хорошие получать касаемо работы. Это может быть какая-то творческая работа. И про любовь, отношения так вообще тут, по-моему, говорить больше и нечего. Да? То есть это какие-то выгодные новые знакомства для вас, даже не так выгодные, как более романтичные такие. Романтика в отношениях, если это новые отношения.
когда вы встречаете какого-то нового человека для вас, который пробудет в вас романтические чувства и принесет это эмоциональное обновление. А также здесь может быть и какое-то хорошее романтическое предложение, которое вам здесь поступает очень хорошо. Может быть обновление чувств и эмоций в паре, если вы с кем-то находитесь в отношениях. И в плане здоровья тоже очень хорошая терапия, такая, знаете, карта, потому что она может говорить и о положительных эмоциях, которые положительно просто сказываются на вашем здоровье. Снова хорошая достаточно карта. Паж кубков. Дальше осень. Давайте дальше посмотрим. Осень. У нас месяц сентябрь идет первый. И опа, 4 мечей. Снова 4. Не очень я люблю четверки, но вот она, эта 4. Вот в сентябре здесь такая вот немножечко свернулась на калачиком. Да? Это девушка, которая в гнезде рядом с разбитым сердцем, ну как разбитым, с таким сшитым сердцем, да, находится. 4 мечей, она в целом может показывать здесь, что в сентябре месяце у кого-то из стрельцов может быть такой период именно паузы, пауз для восстановления, может быть погружения в себя, возможно какого-то периода остановки, какого-то прекращения общения ненужного или каких-то конфликтов, или, ну вот знаете, как будто хотите оградить себя от всего и находитесь в такой ментальной тишине, обдумываете какую-то стратегию, может быть накапливаете силы перед каким-то важным рывком, да, то есть вам нужна пауза. Нам вот здесь вот можно говорить о том, что вы как будто бы хотите уединиться. Может быть, кто-то медитирует, кто-то больше отдыхает, кто-то берет отпуск в сентябре, как бы это ни было, может быть, да, для кого-то странно, но почему нет? То есть как будто вам хочется здесь сделать паузу. И если здесь есть необходимость взять какой-то перерыв от стрессовой работы, то да, вы можете взять отпуск, делегировать свои обязанности кому-то другому и временно отойти от этой своей деятельности, чтобы просто восстановиться, восстановить свою продуктивность. Также вы здесь в целом можете как будто бы обдумывать какую-то стратегию финансовую, не торопиться с карьерными решениями или с финансовыми решениями, то есть пытаться проанализировать ситуацию. Может быть, у кого-то, не дай бог, больничные, которые здесь мешают, опять-таки, вашей работе, и вы просто временно останавливаетесь, остановку делаете в плане работы. Для отношений здесь период восстановления какой-то и период, знаете, как будто без каких-то драм, без каких-то страстей, когда вы просто стараетесь здесь разобраться в своих чувствах особенно, да, для кто-то, может быть, даже в этот период разъезжается, чтобы побыть в одиночестве со своей второй половинкой, не встречается какое-то время, чтобы разобраться в своих истинных чувствах. Возможно, здесь, ну, как будто, да, как нужно дать друг другу воздух, нужно дать друг другу пространство, свободу. Возможно, здесь об этом идет речь. И если мы про здоровье, то тоже необходимость реабилитации, необходимость покоя, может быть, у кого-то санаторного лечения, или просто больше спать, больше отдыхать, потому что здесь вот как будто бы вы не хотите много стрессовать или уставать и переутомляться. То есть вы можете здесь больше релаксировать, медитировать, отдыхать, потому что для вашего ментального здоровья это может быть очень и очень здесь важно. Дальше у нас идет месяц октябрь, и в октябре у вас как бы башня выпадает, да, и вот башня, она такая не самая любимая, тем более карта, хотя она не всегда означает что-то прям плохое, хоть она и выглядит так, да, в старших арканах башня, молния, которая ударяет в башню, и она рассыпается просто, но башня, она может показывать и периоды озарения, прозрения и понимания каких-то важных фундаментальных вопросов, она может говорить об освобождении от чего-то ненужного, но через кризис. Она может говорить о том, что вы здесь какие-то радикальные изменения проходите, и свергается старый порядок, и начинается новый. Несмотря на этот хаос, когда вы чувствуете, что вы теряете над чем-то контроль и дезориентируетесь, можете находиться в панике от чего-то, но вы прозреваете и понимаете истину через этот шок, понимаете какие-то важные для вас вопросы. Может быть, здесь какое-то внезапное событие происходит, которое для вас воспринимается так вот, да, внезапно, как какой-то катастрофой, но на самом деле так может быть даже и лучше. Здесь можно говорить о освобождении от ограничений,
башня. Если мы про любовь говорим, если мы говорим про отношения, то здесь может быть внезапный болезненный разрыв отношений, конечно, не дай бог, какая-то шокирующая правда о партнере, которую вы можете узнать, или какой-то кризис, острый кризис, который вам нужно здесь преодолеть. Может быть, он вас трансформирует, что-то поменяет вас кардинально. Могут сильно поменяться старые представления о любви или отношениях. Если мы говорим о одиноких стрельцах, то здесь может быть ситуация, когда вы отпускаете болезненный опыт прошлого и понимаете, что нужно как будто бы дать возможность или пространство новым отношениям, но разрушив все то, что было в старом, отпустив наконец-то это старое. В деньгах это может быть внезапное какое-то увольнение с работы, к примеру, когда вы меняете что-то кардинально в своей работе. Можете здесь как будто, знаете, долго-долго строить карьеру, потом решить, что нет, мне не нужно в этой конторе работать. Могут быть какие-то внезапные скандалы или какие-то вот такие внезапные ситуации в карьере, когда вы вынужденно понимаете, что должны что-то поменять в работе. Могут быть какие-то потери сбережений или какой-то крах инвестиций. То есть нужно быть в целом очень осторожными здесь с деньгами, осторожнее быть с своими вложениями финансовыми, во что бы то ни стало. И если мы говорим про здоровье, то тем более, как что-то может внезапное произойти, как гром среди ясного неба, или какая-то внезапная болячка, или несчастный случай, или что-то вот такое вот. Поэтому нужно опять-таки быть осторожнее. Это может потребовать вмешательства какого-то внезапного, острого. Это может говорить еще о каком-то кризисе психологическом для вас. И вам здесь могут понадобиться радикальные изменения в образе жизни, возможно, потому что организм скажет, что все, так больше нельзя, так больше продолжаться не может. Давайте посмотрим дальше. Дальше. Месяц ноябрь. 4 жезлов, семейные праздники, торжества, в целом по 4 жезлов какие-то радостные для вас события или моменты, касающиеся вашего социума, того, что вокруг вас, людей вокруг вас, которые вас окружают. 4 жезлов для меня это больше все-таки, это как празднование. Это празднование, это радость, это веселье, которое вы здесь вокруг себя создаете. Это поддержка обществом, поддержка близкими. Это могут быть какие-то ситуации, где вас поддерживает семья, где поддерживают ваши домашние. И вам хочется создать комфорт и комфортную такую обстановку в доме. Это партнерские отношения хорошие, это ощущение прочного фундамента в вашей семье или в отношениях, чувство безопасности и мира, согласия в паре, в которой вы находитесь. Поэтому если мы говорим про отношения, про любовь, то это период стабильности и счастья, когда оба партнера себя чувствуют хорошо и в безопасности. Может быть, вы здесь как будто знакомитесь где-то с кем-то, кто потом может стать надежным партнером для вас, если вы одиноки, и создать можете с этим человеком семью. Но очень хорошая карта. Очень хорошая карта. Кто в паре, кто живет, может быть, с кем-то, может быть, принимаете решение о браке или принимаете решение, если вы встречаетесь, съехаться, жить вместе. То есть хорошая карта для этого. Для работы, как знаете, тоже бонусы какие-то, может быть, достижения в карьере, когда вы празднуете на каких-то корпоративах, отмечаете свои успехи со своими коллегами по работе. То есть хорошая карта, когда вы можете по этой карте чувствовать стабильность финансовую, наслаждаться результатами уже той работы, которую вы проделали. Хорошая карта для этого. И для, в принципе, здоровья тоже. Это гармония, это важность всех социальных связей, вы чувствуете себя более счастливыми и чувствуете поддержку близких. Если даже вам нужно восстановление от чего-то, то это, в принципе, очень хорошая карта для восстановления, для реабилитации в плане какого-то, может быть, пополнения в семье. Если мы говорим опять-таки про беременность, здесь может быть очень благоприятная эта карта, как празднование такого пополнения в семье. И декабрь месяц, давайте посмотрим. Карта 3 жезлов, карта
Декабрь месяц, кстати, у многих могут быть и дни рождения в декабре, да, вот она тройка жезлов и в четверка жезлов. В ноябре тоже, кстати, празднование, может, день рождения отмечаете, стрельцы. И вот она тройка жезлов в декабре, декабрь месяц. Смотрит она так вдаль, на далекие перспективы по тройке жезлов, о чем-то мечтает, что-то планирует для себя. И да, действительно, вот, собственно, так как оно изображено на карте, здесь можно говорить о том, что вы ожидаете результаты какие-то или ожидаете движения вперед, какого-то прогресса. Вы здесь можете быть как будто уверены в успехе, смотреть с оптимизмом на будущее. Вы можете здесь развивать свою работу. Может быть, вы стараетесь здесь занять какую-то руководящую позицию или найти какое-то партнерство, партнерские отношения с кем-то, даже кто находится на расстоянии, там в другой стране от вас, допустим, может быть и такое, международные какие-то связи или какие-то путешествия здесь ожидаемые для вас могут быть, или думаете о какой-то поездке или переезде, то есть ожидаете этого всего, смотрите вдаль, стратегически мыслите, продумываете какие-то возможности, как вам достичь ваших целей, собственно, здесь. И верите в то, что у вас все получится. Поэтому для работы очень хорошая карта. Для международной какой-то деятельности, для развития карьеры международная, опять-таки, очень хорошая карта для расширения бизнеса, для выхода на рынок, может быть, поиска каких-то новых партнеров, которые будут вас поддерживать. Очень хорошая карта. Это карта, которая показывает, что вы ожидаете прибыль, вы ожидаете роста финансового, и он, скорее всего, будет, и вы уверены в том, что он будет. Для здоровья в целом, прогресс в лечении, если необходимость такая есть. Здесь могут быть какие-то консультации с кем-то, кто находится за границей, допустим. Возможно, здесь для вашего здоровья будет очень даже кстати или на пользу какие-то путешествия, может быть, какие-то санатории, какие-то курорты. Вот куда-то вы можете поехать, вас это может действительно и порадовать, и улучшить ваше здоровье. Оптимистичны, очень-очень позитивно настроены вы в любом случае, и на здоровье это только позитивно будет сказываться. Еще про любовь, про отношения. Да, я не сделала акцент на отношениях, но здесь в целом может быть какой-то как период такого перехода на новый уровень отношений, на какие-то совместные планы на будущее, когда вы вдаль смотрите совместно для пары, да, то есть какие-то могут быть совместные путешествия, переезд в другую страну или какое-то планирование долгосрочного будущего вместе. Здесь может быть и какая-то, знаете, ситуация отношений на расстоянии, где вы поддерживаете связь с человеком, несмотря на то, что он где-то находится на расстоянии, но с любовью, с доверием, собственно, да, общаетесь с этим человеком. Также, если мы говорим про одиноких, то здесь может быть и встреча с человеком, который где-то на расстоянии находится, за морями, океанами, вот как она смотрит. Может быть, здесь человек, с которым вы познакомитесь, если вы одиноки, он как будто выведет вас за привычные рамки или как-то сильно расширит ваш социальный круг, то есть больше будете узнавать людей, какие-то новые культуры, может быть, новые религии. В целом очень сильно расширит ваше сознание. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз на год 2026 для стрельцов я завершаю. Всем желаю всего самого-самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!